Прошу не путать данный микрофон с простым DM30. Это немножечко разные микрофоны. Этот микрофон это рестайлинг, поэтому появилась приставка RGB. Технически ничего не поменялось, это все тот же DM30. Но из-за приставки RGB у нас тут расширенная RGB подсветка. Не только низ, как в DM30, но еще и верхняя часть, где располагается капсуль, то есть микрофон подсвечивается целиком. И за это совершенно не нужно доплачивать, ведь цена осталась той же. То есть сейчас цена одинаковая как на DM30, так и на DM30 RGB. Ссылочка на микрофон будет в описании. А теперь давайте посмотрим состояние микрофона, так как вы видели состояние коробки и как он был упакован. Даже не было ложемента, что очень удивительно, так как в младшей модели он был. Но тем не менее, микрофон пришел целым, даже не получив ни одной вмятины или царапины, ведь корпус здесь полностью металлический, за исключением верхней крышки, она пластиковая. Так что можно его смело заказывать. Комплект у Mono стандартный. Это микрофон, USB кабель, инструкция, гарантийный талон. И я, конечно, еще надеялся на поп-фильтр, но, к сожалению, в комплектацию этого микрофона он не входит. А теперь давайте перейдем к краткому обзору инструкции. Она на 4 языках. Это английский, немецкий, японский и китайский. Понять инструкцию можно даже без знания этих языков, так как она иллюстрирована и наглядно отражает все, что нужно сделать для подключения и работы с данным микрофоном. И это очень хороший подход, который использует большинство компаний в наше время. А теперь давайте посмотрим на сам микрофон. Как вы видите, для обзора я выбрал белый цвет, так как, по-моему, он смотрится очень хорошо. Особенно с подсветкой. Но для тех, кто ценит практичность, я рекомендую выбрать черный, так как он смотрится ничуть не хуже. А чтобы не нарваться на подделку, вы можете сравнить серийный номер на микрофоне с серийным номером на коробке, и они должны совпадать. А снизу расположился разъем USB Type-C, кнопка переключения режимов подсветки и разъем для наушников, которые можно использовать для мониторинга. Для большей устойчивости микрофона, помимо металлического основания, производитель добавил ножки из противоскользящего материала. Если вы снимете защитную пленку, то микрофон будет невозможно сдвинуть с места. А чтобы установить микрофон на пантограф, нам достаточно открутить основание. И мы получаем доступ к двум резьбам, это 5/8 и 3/8. И не нужно докупать никаких переходников для установки. Как раз проблему я испытал с микрофоном DJM-20. Там была только резьба 5/8, а у меня на пантографе 3/8. Здесь же этой проблемы нет. Назад все собирается очень легко, практически одной рукой прикручиваем основание и микрофон снова готов к работе. А теперь давайте включим микрофон и рассмотрим органы управления, так как функционал у них довольно широкий. Но сначала обратите внимание на то единственное отличие этого микрофона от обычного DM30. Это наличие RGB подсветки в верхней части микрофона. Подсветка переключается нажатием кнопки в нижней части микрофона. Режимов здесь немного, один динамический и 7 различных статичных цветов, естественно включая режим отключения подсветки. Но в этой версии я ожидал увеличения количества динамических режимов, но этого не произошло. Функционал регулятора громкости остался прежним. Нажатие на регулятор громкости включает и отключает микрофон, о чем свидетельствует изменение цвета светодиода. И если вы захотели подключить наушники для мониторинга или для вывода звука в режиме звуковой карты, вы можете переключаться между режимами управления громкостью с помощью регулятора. На данный момент я регулирую громкость микрофона. В среднем положении светодиод моргает один раз, в крайних 2 раза. А при длинном нажатии на регулятор громкости загорается синий светодиод. Это режим регулировки громкости наушников. Также моргает 1 раз в середине и 2 раза в крайних положениях. И таким образом все видно на микрофоне. И вам не нужно заходить в приложение, чтобы проверить уровни громкости. А смена режимов осуществляется в обратном порядке, длинным нажатием на регулятор громкости. Но все-таки акцент производитель сделал именно на RGB подсветке. И после того, как я включил его в темноте, я понял почему. Данный микрофон можно использовать как настольный светильник, так как на 100% яркости он светит очень хорошо. И вы это поймете, когда я выключу видеосвет. Прямо сейчас. А если кого-то заинтересовал девайс слева, то ссылочка на обзор будет сверху. А теперь давайте проверим основную функцию микрофона. Это его звук. Поэтому перейдем к тестам. Итак, давайте начнем тесты микрофона Mono DM30 RGB. Звук во время тестов будет не обработан. И для начала мы замерим уровень шума. Шум отсутствует. Это отличный показатель для бюджетного микрофона. Проверка кардиоидной направленности микрофона Mono DM30 RGB. 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 Проверка кардиоидной направленности микрофона Mono DM30 RGB.
Проверка кардиоидной направленности микрофона Mono DM30 RGB. Проверка микрофона Mono DM30 RGB с расстояния 10 см. Проверка микрофона Mono DM30 RGB с расстояния 10 см. Проверка микрофона Mono DM30 RGB с расстояния 30 см. Проверка микрофона Mono DM30 RGB с расстояния 30 см. Проверка микрофона Mono DM30 RGB с расстояния 1 метр. Проверка микрофона Mono DM30 RGB с расстояния 1 метр. А теперь давайте кратко рассмотрим возможности программного обеспечения. Мы видим подключенный микрофон, и у нас два вида настроек: стандартные и расширенные. В стандартных мы можем заглушить микрофон, регулировать уровень громкости микрофона, включать или выключать мониторинг, регулировать уровень громкости наушников. И здесь есть некоторое подобие эквалайзера. Это различные тона: глубокий, натуральный, яркий и устаревший. Они в принципе мало чем отличаются, но чуть-чуть меняют окрас звука. Ну и как же без настроек RGB подсветки? Здесь можно включить или выключить ее, настроить яркость, и это то, что нельзя сделать с микрофона, а также переключиться между 8 режимами, один из которых динамический и 8 статичных. А теперь давайте перейдем к расширенным настройкам. И здесь мы видим подобие настоящего эквалайзера с 4 режимами. Это ровная характеристика, High Pass фильтр, усиление середины и High Pass фильтр с усилением середины. Также у нас здесь появляется лимитер и компрессор. Но лимитером, кстати, можно попользоваться, а компрессор просто глушит все вокруг. Хотя для игр и стримов эти инструменты могут оказаться полезными. Но если вы решили записать звук для видео, то лучше обработайте его на постпродакшене. И кстати, здесь доступно всего два языка: английский и китайский, а также вы можете проверить обновление приложения прямо из приложения. И перед тем, как подвести итоги, давайте взвесим этот микрофон. А микрофон весит 510 грамм. Бюджетной модели весит обычно грамм 300. А теперь давайте подведем итоги. Что я могу сказать про этот микрофон? Это отличное продолжение DM30. Но он стоит недорого, звучит хорошо, со звуком можно работать. Аналоги начинаются от 5000 рублей. Это тот же Fifine A8. А DM30 в DNS сейчас стоит 4000 рублей. Конечно, DM30 RGB еще в продажу не поступили, но я надеюсь, когда они поступят, они будут стоить столько же, так как на сайте Mono они оба стоят по $50. Да и смысла повышать цену нет, так как добавился всего лишь один сектор RGB подсветки, и больше ничего не поменялось. И их тоже можно понять, микрофон отличный, у него нет аналогов в данной ценовой категории. Зачем что-то менять? Добавьте RGB подсветку, и геймеры его разберут. И я все-таки надеюсь, что Mono добавит больше режимов управления подсветкой в свое приложение, так как для этого не нужно менять светодиоды и лезть в микрофон, всего лишь нужно сделать нормальный апдейт. По звуку у меня претензий нет, по эквалайзеру в принципе тоже, я использую обычную ровную характеристику и потом уже работаю со звуком, именно после записи. Если использовать данный микрофон в стримах или в играх, то я выбираю режим Legacy. Это устаревший. Он чуть-чуть громче, чем остальные. И да, этот микрофон мне настолько понравился, что занял место на моем столе. Никакой Razer Seiren рядом не стоял. И я определенно могу рекомендовать данный микрофон к покупке. Но не стоит забывать, что в наше время очень много девайсов на рынке. И поэтому выбирайте, смотрите обзоры и делайте правильный выбор. С вами был Домашний обзор. Пока.